вы путешествуете по космосу, пытаясь преодолеть особенно сложный участок. Вам приходится уклоняться от астероидов, космического мусора и блуждающих черных дыр. Это не эпизод научной фантастики, хотя и не совсем. Впервые астрономы обнаружили черную дыру, которая совершенно одинока, дрейфует в космосе без звезд или планет поблизости. Эта черная дыра находится примерно в 5000 световых годах от нас в нашей галактике Млечный Путь. Нужен ли нам герой с суперспособностями, чтобы спасти Землю? Для начала, черная дыра – это область в космосе, где гравитация настолько велика, что ничто, даже свет, не может из нее выбраться. Гравитация там так сильна, потому что огромное количество материи сжато в крошечном пространстве. Сверхмассивные черные дыры, масса которых в сотни тысяч или миллиарды раз превышает массу нашего Солнца, часто находятся в центрах галактик. Большинство из них остаются на месте или движутся очень-очень медленно. Но недавно обнаруженная черная дыра гораздо страннее всего, что мы видели раньше. Во-первых, она избегает привязанности. Она одинока, без звезды-компаньона или родной галактики. Еще более странно то, что она мчится по космосу со скоростью 31 метр в секунду. Что может быть причиной такого стремительного космического путешествия? Рассмотрим следующий вымышленный сценарий. Однажды действительно массивная звезда взорвалась в сверхновой. Именно эта звезда породила нашу черную дыру. Взрыв дал новой черной дыре мощный толчок, отправив ее в полет по галактике, начав ее невероятное путешествие. Это лишь одно из возможных объяснений, но звучит довольно правдоподобно. Наверняка вы задаетесь вопросом, что если эта блуждающая черная дыра решит навестить нашу Солнечную систему? Мы обречены. Ученые советуют расслабиться и выдохнуть. Эта черная дыра очень далеко, и шансы столкнуться с ней ничтожно малы, если они вообще есть. К тому же сейчас эта черная дыра совершенно тихая и темная. Однажды она может проснуться и начать светиться, если начнет поглощать что-то. В ближайшем будущем мощные новые телескопы могут обнаружить еще больше таких блуждающих черных дыр. Обычно черные дыры очень трудно найти, потому что они не излучают света. Их можно обнаружить только когда они поглощают близлежащую материю, которая заставляет их ярко светиться, или когда у них есть звезда-компаньон. В данном случае черная дыра движется странным образом, что и выдает ее присутствие. Но эта недавно обнаруженная черная дыра одинока, совершенно одна. Нет ни свечения, ни хаотично движущейся звезды-компаньона. Так как же ученые заметили нашего космического странника? Они использовали метод, называемый гравитационным микролинзированием. Это когда гравитация черной дыры искривляет и увеличивает свет от звезды, находящейся за ней, примерно как с увеличительным стеклом. Отсюда и название. Этот метод позволил ученым обнаружить черную дыру, несмотря на то, что она была полностью темной. В целом, черные дыры – захватывающие объекты, и некоторые из них действительно уникальны, как, например, самые большие черные дыры, когда-либо обнаруженные. Почти в каждой галактике в центре находится сверхмассивная черная дыра. Они огромны, с массами в миллионы или миллиарды раз больше массы нашего Солнца. Одна из них – Тон 618, действительно огромная и мощная черная дыра, часть квазара, сверхяркой точки в космосе, излучающей невероятное количество энергии. Тон 618 находится очень далеко, примерно в 18,2 миллиарда световых лет от Земли, и ее масса в 40 миллиардов раз больше массы нашего Солнца. Есть также черные дыры, которые питаются себе подобными. Черные дыры известны тем, что поглощают все, что оказывается слишком близко. И это все может включать не только звезды и газ, но и другие черные дыры. Ученые наблюдали, как гигантская черная дыра в центре одной галактики была поглощена еще большей черной дырой в другой галактике. Это было первое обнаруженное событие такого рода. Открытие было сделано с помощью рентгеновской обсерватории Чандра НАСА. Одна черная дыра весит около 30 миллионов масс Солнца, а другая – не менее 1 миллиона масс Солнца. Есть и черная дыра, стреляющая пулями. Оказывается, черные дыры не только поглощают материю, но и могут выбрасывать ее. Например, астрономы изучали относительно небольшую черную дыру, которая находится в 28 тысяч световых годах от Земли и весит от 5 до 10 масс Солнца. Они увидели, как эта черная дыра вытягивает материю из звезды-компаньона
а затем выбрасывает часть ее в виде огромных пуль газа. Эти пули движутся невероятно быстро, почти на четверть скорости света. Некоторые черные дыры вращаются с невероятной скоростью, закручивая пространство вокруг себя на экстремальных скоростях. Пример – черная дыра в созвездии Орла, примерно в 35 тысяч световых годах от Земли. Эта черная дыра вращается со скоростью более 950 оборотов в секунду. Если бы вы могли поместить объект на край горизонта событий этой черной дыры, он вращался бы вокруг нее со скоростью 333 миллиона миль в час, почти половина скорости света. Самая маленькая обнаруженная черная дыра получила прозвище «Единорог». Она находится в 1500 световых годах от Земли и имеет массу около 3 масс Солнца, что делает ее близкой к минимально возможному размеру для стабильной черной дыры. Хотя сами черные дыры находятся далеко и их трудно изучать напрямую, ученые находят новые способы изучения их свойств здесь, на Земле. Они смогли воссоздать некоторые особенности черных дыр в лаборатории. Например, черные дыры обладают такой сильной гравитацией, что ничто, включая свет, не может вырваться, если пересечет горизонт событий. Чтобы лучше это понять, исследователи создали искусственный горизонт событий с помощью оптоволокна. Они также смогли смоделировать излучение Хокинга, тот тип излучения, который, вероятно, испускают черные дыры, с помощью лабораторных экспериментов. Эти созданные в лаборатории мини-черные дыры помогают ученым понять загадочные свойства настоящих черных дыр. Существует несколько типов черных дыр, и каждая из них рождается уникальным образом. Первичные черные дыры, как считается, образовались сразу после Большого взрыва, когда Вселенная была очень молодой. Звездные черные дыры формируются, когда массивная звезда коллапсирует в себя, вызывая сверхновую, при которой внешние слои звезды взрываются в космос, а ядро превращается в черную дыру. Что касается сверхмассивных черных дыр, считается, что они формировались вместе с галактиками, в которых находятся. Размер черной дыры обычно связан с размером и массой галактики. Вопреки распространенному мнению, черные дыры не бродят по Вселенной, случайно поглощая планеты. Они подчиняются гравитации, как и все остальное в космосе. Чтобы черная дыра повлияла на Землю, она должна быть очень близко. Гораздо ближе, чем любая известная черная дыра сейчас. Даже если бы черная дыра с массой Солнца заменила наше Солнце, Земля не упала бы в нее. У черной дыры была бы та же гравитация, что и у Солнца, и Земля продолжала бы вращаться вокруг нее, как сейчас. Правда, стало бы намного холоднее, так что мы бы не выжили. Но не волнуйтесь. Наше Солнце никогда не превратится в черную дыру, у него недостаточно массы. Вместо этого, примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце достигнет конца своей жизни, оно станет красным гигантом. Истощив топливо, оно сбросит свои внешние слои, образуя светящееся кольцо газа, называемое планетарной туманностью. Останется лишь остывающий белый карлик. На этом все на сегодня. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте лайк и поделитесь этим с друзьями.